Слухи о строительстве мечети в Москве стали причиной очередного скандала в соцсетях. Публикация о том, что в Костно-Ухтомском районе Москвы, рядом с озером, считающимся у православных святым, начинается строительство мечети, стали появляться в соцсетях 17 февраля. Пользователи писали, что на этом месте возведут целый комплекс с мечетью на 60 тысяч человек, медресе и торговым центром. Как пишет Мьюслента, официально никто информацию не подтверждал и источников не указывал. А на заборе спорной площадки между Косинским шоссе и Салтыковской улицей была размещена табличка с паспортом строящегося там ТПУ. Представители местной власти также подтвердили, что не знают ни о каких планах о строительстве мечети. Но слухов оказалось достаточно, чтобы жители Костно-Ухтомского района создали чат, где стали возмущаться решением о строительстве такого объекта без общественных слушаний. А инициативная группа из православного общества «Царьград» провела превентивный народный сход. На сайте Царьграда была опубликована соответствующая заметка, где раскрывались цели мероприятия. Жители пытались понять, почему местом строительства выбрали территорию у священного для православных места. Да и зачем строить мечеть там, где, по словам местных жителей, нет большого количества москвичей-мусульман, говорится в материале. Кроме этого, в храме Живоначальной Троицы в Кожухово начали собирать подписи под обращением к президенту и столичным властям. О том, как зазывали на акцию, рассказал общественный деятель и популярный блогер Сергей Карнаухов. Сейчас позвонил мне православный активист и достаточно неуравновешенно начал просить поддержать их в противостоянии строительству мечети на 60 тысяч человек в Москве. И кто бы знал, как это меня возмутило. Нам нужно в столице много мечетей и синагог. Нам нужно формировать классическую религиозную структуру общества. Ислам для приезжих сегодня преподают в съемных квартирах проповедники из радикальных сект. Строительство мечети – важнейший шаг для столицы по выводу из тени этой категории людей. Но главное, мусульмане получат еще один религиозный центр, и пусть им там будет немножечко теплее в их тяжелых буднях вдалеке от близких. А активистов, выступающих против, нужно отрабатывать усилиями ОМОНа. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухиддинов рассказал журналистам Мьюсленты, что про строительство мечети в Костно-Ухтомском узнал из публикации в СМИ. Мы в Духовном управлении информацией о таком проекте не владеем. Мы не планировали ничего там строить, тем более если речь идет о таком крупном комплексе. У нас и возможностей таких нет. Некоторые москвичи болезненно реагируют на строительство религиозных храмов. В столице сегодня для верующих открыты 5 мечетей. По словам Дамира Хазрата, их недостаточно, чтобы удовлетворить потребности столичных мусульман. В Москве их около 3 миллионов. И если совершать положенный по заветам ислама пятикратный намаз можно в любом месте, то собираться на пятничную молитву в мечетях верующим сложно. А это святой долг каждого правоверного мусульманина. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru, ссылка в описании.